Однако, здравствуйте, вы находитесь в альянсе EMP 444 сервер. Что ж, берем печеньки и погнали? Сегодня хотел бы затронуть несколько вопросов. Давайте перейдем сразу к делу. Смотрите, первый вопрос– это лететь по ветру. Завтра пятница, и лететь по ветру завтра у нас заканчивается. Те, кто хотел приобрести что-то из этих наборов, да, ну, большинство, наверное, все-таки хотели черно-желтого паука-муравья, то завтра будет пятница, и завтра опять у нас в AppGallery от Huawei будет кэшбэк. Кэшбэк наши муравьи опять попали в список 15%. Вот здесь они во второй вкладке можем посмотреть. Что ж, пока не дотягиваем до кэшбэка в 30%, но думаю, когда-нибудь наши муравьи там окажется. Ссылку на данный пост, где есть все правила акции указаны, я оставлю в описании под видео. И смотрите, еще вот здесь вверху есть кнопка «Инструкция», по которой легко все настроить и пройти. Мы нажимаем на кнопку «Инструкция». Здесь у нас 4 простых шага. Первый шаг мы скачиваем Huawei, второй шаг мы скачиваем HMS, как правильно, я учил в школе немецкий, не могу сказать. Далее мы создаем Huawei ID и устанавливаем игру из списка. Если у вас уже установлен от Google Play, то мы устанавливаем еще раз и переходим в игру в сеанс от Huawei App Gallery. Тогда все это будет работать. Если будем играть через Google Play, там это работать не будет, этот кэшбэк. Будьте осторожны. И в пятницу, 9 числа, можно будет полностью как раз тем, кто не успел какие-то купить наборы, докупить и получить желаемую награду. Еще и кэшбэк вернется. Кэшбэк вернется, на монеты можно также будет что-то приобрести. Вот. А теперь давайте займемся обсуждением второго вопроса, наверное, более важного. Смотрите, скоро будет остров. До острова осталось у нас не так много. Чемпионат заброшенного острова, если открыть, то смотрим, 3 дня у нас еще период регистрации, когда добирают членов Альянса, как-то комплектуют составы свои. Далее идет период подбора и период выбора места. Еще неделя будет. И потом уже начнется сам остров. Итак, смотрите. Во-первых, для того, чтобы был подбор соперника, каждая программа, она пользуется каким-то алгоритмом. Как объясняли разработчики, что алгоритм подбора будет сравнивать очень-очень много разных показателей. Это не только боевая мощь Альянса, но и уровень доната в Альянсе, прокачка Альянса, прокачка Т10, эволюции членов Альянса, актив Альянса и так далее. Поэтому я хотел бы в этом видео показать, как можно хотя бы немножко, но снизить порог, снизить планку подбора соперника. Давайте по порядку. И скажу сразу, я не могу утверждать, что каждый пункт из этого обзора будет влиять на подбор соперников. Но большинство пунктов, думаю, будет работать. Сейчас пройдемся по каждому зданию, которое может хоть как-то нам облегчить подбор соперника. Итак, смотрите, первый пункт, он не стопроцентный, но, возможно, он будет тоже решать. Выбираем жилище спецмуравьев, и здесь у нас размещены какие-то муравьи. У многих игроков они размещены все, какие есть. Возможно, их нужно снять. Мы просто выбираем, нажать кнопку «Снять», после этого чего у нас боевая мощь, она немного падает, так как не все бонусы уже начинают действовать. Мы сажаем пока что обратно. Далее, следующие пункты, которые у нас будут, это все работает. Дикие существа. В воскресенье можно будет сократить количество боевой мощи именно через диких. У кого-то их очень много, например, у меня фиолетовых мало, а вот синих много. Их можно объединить и продать, тогда боевая мощь упадет. И при этом я бы сказал, что в воскресенье не нужно будет покупать, вот обменять за осколки новых диких существ. Пусть они у вас будут лучше осколками, тогда боевая мощь у вас диких существ останется меньшей. Это следующий пункт, уже второй. То есть мы как можно больше сократить численность диких существ.
Тем самым мы ослабим свой муравейник и ослабим мощь Альянса. Дальше давайте двигаемся по муравейнику. Вот здесь самое интересное будет. Открываем мутированную флору, мутацию, и мы можем снять все клетки, отменить активацию. Точно так же мы можем с генами отменить активацию. Сейчас мы их обратно пока что поставим. Еще рано это делать, но это нужно будет делать в воскресенье. Вот, все. Мы снимаем все клетки, все гены, все бактерии, и тем самым мы еще очень сильно опускаем боевую мощь собственную. Программа, она не видит то, что у нас лежит в рюкзаке, а видит то, что у нас установлено. Таким образом, мы опустим боевую мощь муравейника, опустим боевую мощь Альянса. Это уже получается у нас третий пункт. Далее опять пункт недостоверный, но очень даже может быть, что он тоже будет учитываться. Это у нас траншея поединка. Здесь есть у нас такой пункт, как дуэль королевы. Возможно, как-то вот этот рейтинг топ-1, топ-1 и так далее до топ-100 будет учитываться. Если есть возможность, можно опуститься ниже по рейтингу и задержаться обязательно, самое главное, это в топ-100. Для того, чтобы мы были еще и в дуэли королевы славы, чтобы из этого рейтинга мы не вылетели. Это, опять же говорю, что не точный, но возможно это будет работать. Далее, как работают другие рейтинги, да, дуэль королевы, либо дуэль спецмуравьев, будут ли они как-то учитываться? Опять же, этой информации нет ни у кого, и никто с вами не поделится этой информацией. Далее у нас еще открылся рейтинг подземного лабиринта. Опять же, здесь неизвестно, как он влияет, не влияет. Но, скорее всего, все эти рейтинги, они тоже будут влиять на подбор соперника. Но повторюсь, что эта информация не точная. Далее мы смотрим еще по зданиям, что у нас может повлиять. Повадки. Вот повадки... Не знаю, опять же, это тоже как своего рода рейтинг, да, если мы откроем повадки наши, то мы видим, что захватчик у меня 87 уровень, а зоотехник нулевой. Возможно, есть смысл перейти на зоотехника тогда, чтобы нас видели как нулевой уровень. Это еще один недостоверный источник подбора уровня мощности альянсов на остров. Но тоже как вариант его тоже можно рассмотреть. Листаем дальше, смотрим, что у нас еще есть. Далее у нас идет самое основное, да, это количество нашей армии. Если посмотреть солдаты, мы уже убили очень большое количество солдат, здесь не так много. У меня одна армия охранников, одна армия стрелков и несколько армий носителей. Все излишки мертвы. Они не просто в больничке, они полностью мертвы. Мы очень сильно опустили боевую мощь нашего муравейника, тем самым опустили боевую мощь Альянса. Далее смотрим, что еще у нас есть. На этом все, больше ничего такого нету. Следующие пункты уже будут касательно Альянса, потому что вот здесь как раз наибольшее количество всего, что может еще опустить нашу мощь. Ах, да, давайте перед Альянсом еще кое-что покажу. Это эволюция. Но эволюцию мы опустить никак не сможем. Да? Там было сказано, что будет учитываться уровень прокачки Т10. Если у вас один вид Т10 прокачан, вот смотрите, например, всего 3 вида. У меня 70%. Для простых экспериментов давайте 60% считать. Если один вид на 60% прокачан, то средний будет у нас 20. 60 делим на 3. Если же у нас все равномерно прокачаны, к примеру, по 25-30%, то средний будет уже выше. Тогда, возможно, этот муравейник будет считаться сильнее, чем мой муравейник. Как это будет работать, опять, никаких алгоритмов никто не дает. Но уровень эволюции на подбор соперника будет влиять. И теперь переходим к альянсу, к нашему. И здесь очень много разных возможностей снизить боевую мощь. Например, первое, да, что нам нужно, это активные члены альянса.
Как мы видим, в данный момент у нас 67 членов Альянса, но актива 60. Вот эти 7 человек, это 7 муравейников, это, можно сказать, фермы, которые до регистрации на остров, до того, как у нас уже не определится соперник, они заходить в игру не будут. Тем самым мы опускаем опять планку актива. Главное, чтобы не опустилась эта планка ниже 50. 50 человек – это минимум, который вас пропустит на регистрацию. 55, 60, все остальные, кто выше есть в Альянсе, они могут не заходить в игру, если есть такая возможность. Тем самым мы не поднимем эту планку. Следующий пункт. Эволюция Альянса. Она тоже будет играть роль. Здесь у нас пока что ничего нет, но я вам сейчас покажу, что мы можем сделать и как мы здесь можем немного подождать в развитии. Вот открываем эту способность. Да, у нас скоро она докачается. Как только она докачается, ее никто не будет улучшать. Она будет висеть просто в докачанных. Да, единичка будет мешать всем их напрягать. Итак, до того момента, пока мы не попадем на остров, все эволюции Альянса, что в развитии, что в битве, мы будем их качать, но не будем ставить на улучшение. Потом все сразу разом улучшим. Тем самым мы не поднимаем мощь эволюции Альянса. Это еще один пункт, вот как раз то, чем можно сократить. Чем еще можно сократить? Следующее, это то, что разработчики конкретно говорили. Сурок. Сурок уже прошел, и уже мы ничего сделать не сможем, потому что на этой неделе будет у нас битва альянсов на дереве. Здесь мы можем, конечно, сократить боевую мощь, мы уже сократили, если открыть рейтинг убийств Альянса. Скорее всего, они тоже будут учитываться. И в это воскресенье можно по минимуму воевать, тем самым, чтобы мы не подняли сильно убийство муравейников, количество убитых врагов. И если эта цифра будет ниже, то, скорее всего, и соперник у нас попадется более или менее похож на нас. Если мы здесь сейчас завысим эту планку, соответственно, и противники попадутся сильнее. Поэтому наш альянс уже предупрежден, ваши альянсы тоже предупредите, чтобы меньше воевали. Пусть это будет поражение, но, возможно, благодаря этому у вас, поражение в СВС я имею в виду, но, возможно, благодаря этому у вас будет легче пройти сопернику, из-за чего вы сможете захватить дерево на острове и будете королем острова. Далее здесь у нас все. Что еще может быть? Еще может быть панголин. Урон панголина также считается. У нас этот панголин тестовый. Мы альянс настраиваемся, смотрим, как это будет выглядеть. Была поставлена задача всем членам альянса постараться набрать не более 3 миллионов очков. Там идет планка для того, чтобы получить награду. Давайте сейчас откроем. От личной награды у нас 2 миллиона, потом 3 миллиона и потом 6 миллионов. 3 миллиона мы награду получаем и на этом останавливаемся. Пусть мы потеряем один раз награду за рейтинг. Сейчас вот здесь. Награда за рейтинг, личный рейтинг, награда рейтинг мы потеряем. Да, мы провалимся. Но зато благодаря этому может попасться еще легче соперник. Для того, чтобы набрать не более 3 миллионов, как делаем мы? Мы под разные дни выбираем те войска, которые не подходят. Например, в моем случае, в первый день я бил вместо охраны я бил носителями. Второй день вместо лучников я бью носителями. Третий день вместо носителей я буду бить, скорее всего, это будет охрана, либо лучники, но первые атаки, одну, может быть, две, я сделаю носителями для того, чтобы заработать 3 миллиона очков. Как только я заработаю, буду постепенно смотреть следующие атаки, если они мне и понадобятся, то я буду делать уже другим видом войск, чтобы не набрать слишком много очков. И если это сделает весь Альянс, тогда, естественно, рейтинг очков Альянса, Альянс здесь провалится в этом рейтинге, и подбор соперника будет слабже. Об этом конкретно писали разработчики, поэтому это должно сработать. Что еще я мог пропустить? Звезды.
звезды муравейника, звезды украшений. Если посмотреть украшения, да, ну, у меня пока я не дотягиваю до 5 звезды, точнее, поэтому у меня 4 звезды все. И также у большинства, почти у всех по 4 звезды сейчас вот в нашем сегменте. Мы, если есть чем улучшать, мы пока не улучшаем, оставляем так, как есть. И вот здесь есть еще тоже облик муравейника. Здесь наши звезды тоже, если есть чем поднять, мы пока ждем, не поднимаем эту звезду. Эту звезду мы можем поднять уже на острове. У нас есть один член Альянса, который очень хочет поднять звезду, но мы его просим, чтобы он не поднимал, чтобы осталось у него 5 звезд вместо одной зеленой. Пусть так будет. На остров прилетим, он сразу получит свою звезду. Все эти звезды тоже могут учитываться. То же самое в отрядах. Дальше звезд нету. В отрядах. Тем более сейчас у нас можно купить отряд. Походный облик отряда. Вот если и купим, пусть он полежит. Потом активируйте его. Это опять вам поможет сократить ваш БМ, и тем самым соперник будет попадаться послабже. А что еще я мог пропустить, я уже не вспомню, но если вы что-то знаете еще, чем можете рассказать, либо поделиться, поделитесь в описании под видео, либо в описании под видео найдете ссылку на Discord, можете то там оставить, может там пообщаться, либо готов ответить всем в описании под видео. Поэтому жду ваших комментариев и советов, подсказок, то, что мы пропустили в этом видео. А сейчас время пришло прощаться. Хороших боев, удачи на поле боя. Да пребудет с вами сила.